Сегодня, как и обещали, мы расскажем о ярмарке в Парме. Пришлось проехать немало километров, чтобы туда добраться. Приветствуем всех на канале Фарфор Европы. Итак, сегодня мы в Парме, Италия. Ярмарка антиквариата и винтажа Мерканто ин Фьера проходит дважды в год, весной и осенью в Парме, Италия. На ярмарку приезжают коллекционеры, дизайнеры, декораторы, архитекторы и просто энтузиасты. Все ищут уникальные и ценные предметы. Ярмарка занимает обширную площадь, несколько огромных ангаров. И там очень легко заблудиться. Пойдем и узнаем, какие сокровища скрываются в лабиринтах ярмарки. Здесь и роскошные люстры из стекла Мурана, зеркала, статуи, антикварная винтажная мебель, картины. Нас интересует все, и в первую очередь, конечно же, фарфор. Сразу же натыкаемся на такой роскошный центр стола, декорация из фарфора. Маленькие Путти, купидончики резвятся на балюстраде среди ваз с цветами. Как мило! Занятная вещица – это спичечница. Фарфоровый футляр, в который вставляется коробок спичек. Херанд – высококачественный венгерский фарфор. Его еще называют венгерский майсен. А эта спичечница в декоре – королева Виктория. И тоже Херанд. Здесь все предметы лежат свободно на столе, можно все рассмотреть и, главное, потрогать. А вот крошечный молочник или сливочник от Херанд. Маленький, но такой изящный. Прелесть! Вот на этом столе очень много предметов от Херанда. Продавец предлагает предметы из разных серий. Тут и Апоньи, и королева Виктория, и Ротшильд. Точно. А у нас же есть видео. Есть из фирменного магазина в Татрах. Загляните в описание, и ссылочка будет там. Очень интересный магазин. Какая удивительная красота! Цветочки как живые, хризантемки, наверное. Здесь в витрине терина от Херанд. Просто роскошь. Она так нас впечатлила, что мы попросили продавца показать нам ее поближе. Состояние чуда. А давайте посмотрим клеймо. Клеймо старое, Херанд, и даже есть оттиск в тесте. Это очень ценится. Здорово. Роскошная терина, а крышка какая. И посмотрите, амурчик, Купидон. И в жару, и в любой холод где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Как мило, пара в ретро-стиле. В образе? А помнишь, мы видели пару в ретро-стиле на ярмарке в Еленейгуре? Точно, ссылочка в описании. Почти все предметы за стеклом, но это не проблема. Всегда можно попросить продавца, и он покажет поближе. Но не всегда есть смысл. Вот Хелена Вольфсон. И такая мокка-пара стоит 1500 евро. Это экспонат, достойный музея. Стоит 10 раз подумать, прежде чем просить вытащить из витрины и взять в руки. А вы как думаете, стоит смотреть? Идем дальше и натыкаемся на море предметов для сервировки стола. Огромные блюда для подачи горячего.
Много английских предметов, Шеффилд, посеребрение. А вот это для подогрева. Мы уже видели Шеффилд. На барахолочке в Болонье. Кстати, нам очень понравился рыночек в Болонье. Ссылочка традиционно в описании. Заходите, смотрите, как раз сможете сравнить цены. Ну а здесь слова излишни. Любуемся. А что бы вы хотели приобрести для вашего стола из предметов сервировки? Предметов так много, что глаза просто разбежались, но мы постарались снять побольше. Вообще тема сервировки стола очень увлекательна. Вот и модные дома не остались в стороне. Винтажный набор столовых приборов, вилка и нож для сервировки мяса от Hermes. А рядышком старинный набор складных столовых приборов в кожаном чехле от Louis Vuitton. Конец XIX века и такая потрясающая сохранность. А вот это узнаете? Советские кофейные ложечки и справа вилочки для лимона. Серебро, позолота, эмаль. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика. Встречаются довольно часто на барахолочках. Но тут полные комплекты. 6 ложечек, 6 вилочек, а это уже редкость. Приглянулась нам вот эта чашечка с блюдцем. Какие замечательные ручки, как переплетенные ленточки. И в целом интересный стол. Вазы, каминные вазы. Какие фламинго! Решили все же рассмотреть эту чашечку поближе.
Очень интересно смотрится. А что же там за клеймо? А вот такое клеймо. На первый взгляд этот значок похож на клеймо севрской мануфактуры. Но нет, это клеймо только имитирует Севр. Это итальянская мануфактура Джулии Мангани. Посмотрим эту нежную фарфоровую пару с галантными сценами. Это же Карл Тильш, один из королей силезского фарфора. А чтобы узнать больше о силезском фарфоре, посмотрите наше видео. Ссылочка будет в описании. Ой, какие ножки! Это же львиные лапы! Эти изразцовые печи очень красивые. Основание, видимо, чугунное, будет долго держать тепло. И красиво, и практично. Есть такой тренд. Мастера выкупают старые изразцы, реставрируют их и умело монтируют печи, декорируя старинными изразцами. Выглядит изысканно. Тщательная проработка деталей. И как гармонично сочетаются цвета. Глазурированные изразцы не только для декора, они хорошо сохраняют тепло. Плита ар-деко работает на дровах или углях. Вот чудо-то какое! А вы когда-нибудь такое видели? На первый взгляд это Веджвуд. Ух, какая тяжелая крышка! Это сырница. Видите дырочки в крышке? Это чтобы сыр дышал. Яшмовый фарфор. Джаспер. Его изобрел английский керамист Джозайя Уэджвуд. Посмотреть его творение можете в нашем видео. Ныряйте в описание, ссылочка там. Это сырница XIX века. Создана на фабрике Джеймса Датсона. Английского фарфора на ярмарке не так уж и много. Вот один из стендов. Элегантные дамы стоят высоко, не дотянуться. Акварельные оттенки платьев, нежно-голубой, оливковый, в цветах моды начала XX века. Ой, а что у этой красавицы на голове? Украшение напоминает кокошник. Ну, конечно, это диадема в волосах. И именно на этом стенде мы встретили русскоязычную барышню. Она что-то очень увлеченно выбирала. Ух ты, какая красота! Этот восхитительный английский кувшин с крышкой от Чарльз Ней и сын. А знаете, кто изображен? Амфитрита, прекрасная морская богиня, жена Посейдона. По клейму примерно 1856 год. Мы наснимали много разной красоты. Конечно, в одну серию все не войдет. Приглашаем подписаться, чтобы не пропустить. Роскошные люстры Мурана, дворцовый фарфор Старой Вены, коллекционные веера. И, конечно, визитную карточку итальянского фарфора Каподимонте. И это еще не все. Не будем раскрывать все красоты, сами все увидите в следующих сериях. Подписывайтесь. Интересный чайный сервиз на 2 персоны. Ручная роспись яркими цветами в японском стиле. Роспись покрывает фарфор парчевым узором, выполненным под глазурной кобальтовой и надглазурной красной красками с добавлением золота. Получается такой роскошный вид. Кто же сотворил такую красоту? Это Давенпорт, примерно 1870-80-е годы. И это коллекционный фарфор. А интересно, как английский фарфор попадал в континентальную Европу? Может быть, в таких чемоданах? Какие огромные! Такие чемоданы тоже коллекционируют, и стоят они немало. Как и эти потрясающие коробки для шляпок. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж.
корзину, картину, картонку и маленькую собачонку. Поместится все. И как же отправиться в Монте-Карло без любимой шляпки? Похоже, эти коробки очень много попутешествовали со своими прежними владелицами. Мы с вами заслужили вишенку на торте, и сегодня она в шоколаде. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Будет много интересного. Пока-пока. Увидимся.